Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, нашу прекрасную Камилу Валиеву поддерживают по всему миру и верят в ее чистоту и непричастность в этом придуманном скандале. Предлагаем вашему вниманию мнения и комментарии со всего мира, все за и против. Камила виновата лишь в том, что она русская и всех побеждает, зарубежные читатели Russia Today о допуске Валиевой. Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине, после того как спортивный арбитражный суд СЕС отклонил апелляцию о временном отстранении 15-летней спортсменки, связанных с положительной допинг-пробой, взятой в декабре, сообщает англоязычная версия издания Russia Today. Решение было принято всего за один день до соревнований одиночного разряда у девушек, где Валиева является фаворитом в споре за золотую медаль. Статус Камилы как фаворита в индивидуальном турнире уже был подкреплен ее ослепительным выступлением в командном зачете в самом начале игр. Посмотрим, что по этому поводу думают зарубежные читатели сайта Russia Today. Хорошее и правильное решение, я надеюсь, что это испытание окажет минимальное влияние на ее результаты, желаю ей всего наилучшего. Эта шведская лаборатория должна потерять свою сертификацию. Россия была лидером по количеству медалей, что-то должно было быть сделано против ее доминирования. Камила – это национальное, а также международное достояние, те, кто состряпал эту пародию на скандал, должны быть отстранены от принятия любых официальных решений в спортивных вопросах, особенно тех, которые связаны с Олимпийскими играми. Хороший подарок на День Святого Валентина как для Камилы, так и для всей России. Помните, что самую прочную сталь куют в адском пламени. Запад нападает на ребенка, чтобы отомстить России. Очень надеюсь, что она выиграет и получит золотую медаль. Так всегда и поступают на Западе. Нанести ущерб имиджу и репутации спортсмена, а затем сказать, что они совершили ошибку и жизнь продолжается. Никаких искренних извинений, только высокомерие. Наконец-то хорошие новости. Я рад, что этот ребенок по итогу был оправдан, как я уже говорил, Камила виновата лишь в том, что она русская и побеждает. Физически она в порядке, а психологически, надеюсь, у нее была и есть хорошая поддержка в ее близком окружении, ведь на протяжении целой недели весь мир обвинял Камилу в нарушении правил. Даже когда вы знаете, что не сделали ничего плохого, такие обвинения могут истощать вас морально, что повлияет на результаты. Комментарии по поводу вердикта спортивного арбитражного суда от читателей испанского издания Марка, а также испаноязычных любителей фигурного катания. Твоя судьба быть первой в Пекине, никто не сломает твои крылья. Как будто люди глупые и не понимают, что это все политика. Как и данный случай с фигуристкой, у которой результаты теста пришли на месяц позже, чем положено. Не знаю, что там за законы в России, но тренеры Валиевой должны были уже собаку съесть на всем этом. Кто-то же дал ей это запрещенное вещество. Американку, которая принимала все подряд, защитили, а здесь напали на 15-летнюю девочку. Кто она, русская, да это не важно, 0 эмпатии, 0 презумпции невиновности. Мне кажется, в прошлый раз МОК был слишком мягок в наложении санкций, и сейчас видны последствия. Спорное решение про допуск Валиевой к соревнованиям. Все осложнилось тем, что она несовершеннолетняя, создан прецедент для антидопинговой системы и санкций. Тогда проверьте получше и Нейтана Чена, мне кажется, он выступает под марихуаной. Что мы видели за эти дни: преследование детей журналистами, использование детей в качестве политического инструмента, всемирный хаос. Скорее всего, ни сама Валиева, ни ее страна не имеет отношения к этому анализу, их просто подставили. Как теперь выяснить, она принимала допинг, или ей его в пробу подсыпали. Бывшая канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Меган Дюамель отреагировала на решение спортивного арбитражного суда СЕС, допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине, после скандала с положительной допинг-пробой на триметазидин. Как теперь кто-то может серьезно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещенные препараты и абьюз – это нормально. Если это то, что сейчас представляет из себя спорт, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года.
День, когда олимпийский дух умер, сообщила Дюамель. Бронзовый призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Эшли Вагнер возмущена решением спортивного арбитражного суда СЕС допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине, после скандала с положительной допинг-пробой на триметазидин. В данный момент я чувствую оцепенение, это оставит неизгладимый шрам на этом виде спорта. У вас есть спортсмены, которые соревнуются по двум разным системам, и мы видели это сегодня. Это несправедливо, поднимите возрастной ценз, чтобы все могли выступать в одинаковых условиях. На самом деле, я не в оцепенении, я шокирована, разочарована, мне стыдно и я в ярости. Эта насмешка над чистыми соревнованиями лишь подчеркивает то, что если тебе меньше 18 лет, то чистое катание означает нечто иное. Столь несправедливое решение по отношению к чистым спортсменам и Олимпиаде. Валиева просто стала лицом проблемной системы, которая выходит за рамки допинговых скандалов 15-летней давности. Эти спортсмены попадают в ситуации, в которых они не должны быть, и пока мы не решим проблему в целом, допинг будет продолжать бросать тень на фигурное катание. Теперь мы создали прецедент, когда ваш возраст может помочь вам сорваться с крючка. У нас сейчас две системы, те, кого можно привлечь к ответственности, и те, кто не может. При этом, я буду повторять снова и снова, Камила находится здесь в крайне уязвимом положении. Свой первый допинг-тест я сдавала в 13 лет, с самого раннего возраста вас учат, что вы несете ответственность за то, что попадает в ваше тело. Даже если кто-то дает вам что-то и говорит вам взять это, вы обязаны быть на 100% уверены, что это разрешено в вашем виде спорта, сообщила Вагнер. Олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призер игр 2014, двукратная чемпионка мира 2009, 2013 южнокорейская фигуристка Юна Ким заявила о недопустимости участия в соревнованиях атлетов, нарушивших антидопинговые правила. Заявление Юны Ким последовало после решения спортивного арбитражного суда СЕС разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой участвовать в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, несмотря на декабрьский положительный допинг-тест. СЕС поддержал лишь отмену временного отстранения Валиевой от соревнований, в то время как расследование в ее отношении продолжится после игр 2022. Спортсмен, который нарушает антидопинговые правила, не может участвовать в соревнованиях, этому принципу нужно следовать безо всяких исключений, усилия и мечтания всех участников одинаково ценны, сообщила Юна Ким.